Все, начинаем новую торговую сессию. Я уже открыл терминал. Сейчас быстренько прокликаю все вкладки и начну просматривать монеты по скринеру. Увидел, вот сегодня вышла новая монета какая-то, памп биткоин. Давайте добавлю ее, она вроде сильно ходит. Дает хорошие... понял, нужно обновить, так как монета новая, нужно обновить котировки. Так, мы это сделали, и по идее, вот она, кстати, топ-3 по росту у нас сейчас. Так, мы ее добавили. Давайте еще посмотрю, какие монеты сегодня ходят. Джелли. Джелли, также ее добавим. Сейчас есть. Есть. Так, ну, в принципе, ну, еще вот B2 подошла к какому-то уровню поддержки. И вроде в процентах она дает хорошее движение. Давайте также добавлю ее. Посмотрю, мало ли что-то будет там интересное. Так. Так. SPX. SPX. Ну, кстати, SPX, по идее, в топе должна быть. Либо по росту, либо по падениям. Ладно, так я ее не вижу. Давайте в поиск. SPX есть. Кстати, давайте сразу посмотрю тут в процентном соотношении. Не, хорошее движение, почти 4%. Так что тут можно будет посмотреть, поискать торговые ситуации. Смотрим на монетку Pump. Кстати, вот здесь я бы искал точку входа в лонг. Есть такое чувство, что рост прекратился, и сейчас началось замедление. Возможно, дальнейшее движение вниз. Так, в принципе, мы подошли к какому-то уровню. В процентах это очень даже большие проценты. Так, сделаем первую пробную. Попытаюсь взять 1% в движении и быстренько выставить Take Profit. Так что примерно вот здесь мы можем выставить Take Profit в 1%. Это 75. Я закрыла, меня не... Все. Я случайно перевернулся. Это еще небольшая задержка. Я сейчас на другом интернете, небольшая задержка. Я случайно быстренько сделал еще 2 микросделки. Но кажется, я их закрыл либо в ноль, либо они в большой минус. Давайте посмотрим. Монетка Pump. Вот, кстати, тут было много, она подробила сделку. Поэтому, ну вот, кстати, первая, основная, та, на которую я заходил. Да, взял стандартный Take Profit. А остальные там в пару центов, ну, в принципе в ноль закрылся. Так что первая сделка здесь прибыльная. Поэтому, но я также оставлю этот график, будем наблюдать дальше за ним. Мне, в принципе, то, как цена движется, здесь нравится. Будут, я думаю, будут еще похожие ситуации, в которых можно зайти и поторговать. Так, тут было просто резкое падение на часовике. Мы не видим никаких уровней поддержки сопротивления. Мы сейчас просто идем вниз. В принципе, сейчас, я бы сказал, в стадии цена сбора стопов. Те, кто заходили вот здесь все в лонги, их, в принципе, на вот
этом резком движении в 3,5% всех забрало. Так что сейчас тут нужно только наблюдать и смотреть, как цена будет дальше себя вести. Так, Джелли. Джелли мне нравится здесь в шорт, потому что цена очень долго падает. Если долго падает, люди начинают заходить от всяких уровней, искать развороты, пытаться заходить с маленькими стопами и ловить полноценные движения. Плюс глобально цена растет, так что в принципе больше трейдеров торгуют в лонги. И сейчас есть какой-то зеркальный уровень. Если бы еще немножко мы постоим на вот этом месте, либо будет несколько зеленых свечей, тут бы хорошее было место на вход в шорт. Можно было 1-2 движения взять. Так что понаблюдаем. Надеюсь, не продолжится вот такое какое-то нисходящее движение. Будет тут хотя бы еще немножечко постоим на месте. Кстати, здесь прям я очень хорошую сделочку взял. Вот тут я зашел, тут вышел. После этого цена упала. Так что тут так можно будет понаблюдать. Смотрим. В принципе, сейчас я бы сказал, непонятная ситуация. Потому что, казалось бы, глобально цена растет. Но вот несколько резких вот этих красных свечей отбивает все желание здесь заходить в лонги. Поэтому мы... Но и шортить как будто здесь тоже не особо. Тут нельзя зайти в шорт с маленьким стопом. Поэтому непонятно для меня, куда пойдет дальше цена. Буду пока просто наблюдать за этой монетой, но не торговать. Пока вот Джелли в приоритете. Так, давайте открою еще скринер. Может тут какие монеты начали еще ходить? Какая-то монетка Пипин. Давайте открою ее. Но мне кажется, это она не очень волатильная будет. Ну, в принципе, да, все вот это падение, которое длилось сколько? Примерно полчаса. Ну, минут 20. Около 2% только. Так что мне такая монета не подходит. Давайте посмотрим в топе по росту, какие сейчас монеты. Может, прямо сейчас что-то летит. Ну, тут похожая ситуация. Чуть больше, конечно, цена движется, но, в принципе, мне не нравится, когда вот цена как-то медленно вот так двигается, а не резкими движениями. Поэтому пока эту монету мы не будем трогать. Тут, тут, кстати, более шортовая ситуация. Но опять же, весь вот этот рост есть возможность зайти в шорты с коротким стопом. Поэтому есть риск стать в ту же сторону, куда торгует большинство трейдеров. Хоть и в принципе мне кажется, что цена в дальнейшем пойдет вниз. Но так как есть риск стать столпой вместе и на этом потерять деньги, я, наверное, эту монетку пропущу. Посмотрим пока вот здесь, кстати. На Джелли как... На Джелли все же случился рост, но я ожидал более медленный. Поэтому тут еще немножко я понаблюдал за этой монетой, так как именно на резком росте, это был даже в 4% рост практически. На этом росте было очень сложно зайти в лонг, так как цена двигалась быстро и было непонятно, дадут ли, скажем так, возможность зайти лонгистам. Тут мы смотрим.
Кстати, процентные уже движения можно было взять. Но был риск, что цена безоткатно может полететь вверх. Поэтому, в принципе, правильно я здесь сделал, что не сошел. Если бы цена пошла дальше вверх и не делала никаких откатов и остановок, то я бы считал эту сделку ошибочной и лучше бы я в нее не заходил. Так, тут-то, что мы видим? Памп. Была небольшая попытка откат, сейчас мы его вкатываем вниз. Складывается впечатление, что рост закончен. И, как мне кажется, сейчас большинство хочет торговать в шорт. Можно, пожалуйста, еще одну минутную свечу какую-то красную мне дать. Хотя бы на 0,5%. И я бы зашел, наверное, здесь со стандартным риском в лонг. Тут плечо слетело. Нужно зайти на тайгер. Плечо. И тут уже... Не, еще нормальная точка входа. Так, отлично. Мы зашли, в принципе, с хорошим соотношением. Автоматически стоп-лосс выставился в 1%. И попытаюсь сейчас быстренько поставлю заявку на take profit. 2.30. 64, кажется, вот так, да. И примерное движение, которое я хочу взять, это 1%. 1% это вот здесь. 51,3. Давайте немножко уменьшу шаг цены в стакане, чтобы цена не так резко прыгала. Вот, кстати, ну, сейчас мы видим. Все заберет меня этим импульсом? Нет, прямо в меня. Цена остановилась. Да, все. Отлично. Второй take profit на вот этой монетке. Я пытаюсь искать закономерности и пытаться прочитать то, что думает большинство трейдеров, и заходить против них. Две быстрые сделки только что сделал. Тут-то мы, тут-то. Кстати, неоднозначная ситуация. В принципе, если вот здесь было недопонимание, куда пойдет цена, то вот этот импульс дал надежду, что мы сейчас пойдем дальше. И, возможно, вот здесь хорошее место, чтобы зайти в шорт. Блин, а нет, я долго думал. Здесь, если бы я сразу видел вот этот резкий прострел, и что цена здесь остановилась, не было резкого вката или дальнейшего движения вверх, можно было бы зайти на 3 центах в шорт. То есть процент примерно, кстати, уже возле take профита было у меня. Опа. Вот сейчас та ситуация, о которой я только что говорил. Если цена немножко постоит, не будет никаких вкатов, тем самым дая возможность зайти в лонг. Так, все, зашел. Возможно, не самое лучшее место. Может быть, здесь чуть больше прострел. Но, в принципе, свой процент здесь можно уже взять. Так, давайте выставлю take profit в токенах. Также плюс-минус 1% движения взять. Будет отлично. Смотрим.
Вот видите, цена не было резких импульсов дальше вверх. Тут дают возможность зайти в лонг. Тем самым можно взять хорошие шортовые движения примерно вот сюда. Так, 29.71. Take profit. 71. Сейчас я проверю. 1 к 1 это 70. То есть примерно вот здесь. Тут, как мне кажется, даже возможно потянуть. Можно было бы, если пойдет в нашу сторону. Но не буду жадничать. Если даст возможность, закроюсь по этой цене. Так, тут, думаю, кстати, такая же третья сделка будет быстрая, потому что мы видим, что график летает буквально 1,5-2% в минуту и должно закрыть довольно быстро. Если будет держаться примерно, вот, кстати, по этой цене еще примерно минутку-две, то можно будет и чуть ниже переставить take profit, потому что дадут возможность закрепиться и по этой цене. Но, скорее всего, сейчас просто импульсом заберет. Возможно, я поставил далеко. Take profit. Да не, в принципе, хорошее место. Так как вот на вот этом росте, та свеча, о которой я говорил, вот где мышка, мы, в принципе, вот здесь первая была остановка. С этой точки входа процент а, против лонгов, это как раз то место, где у меня стоит take profit. Но к нему мы его не задели. Вот этот откат был меньше 1%, поэтому, в принципе, довольно хорошее место у меня выбрано. Нужно только подождать. Так, также я здесь буду посматривать за вот этой монеткой. Тут довольно шортовая, скажем так, ситуация. Сохраняется логика, по которой я вот здесь заходил. Можно было бы перезайти, попытаться взять какой-то прострел вверх, но мне не нравится сейчас. Мне нравится, как цена здесь движется, дает какие-то резкие импульсы. На резких импульсах обычно возникает резкое желание, резкое фомо, страх упущенной возможности. Поэтому, в принципе, тут, как мне кажется, стою я в нужную сторону. Есть всегда небольшой шанс, что будет какой-то прострел, и меня просто закроет тенью. Но, надеюсь, перед этим дойдет до тейк профита. Тут, в принципе, примерно такой же шанс, что будет прострел и в мою сторону. Так как тейк профит у нас стоит довольно близко, на эти вероятности вот таких прострелов, думаю, можно не обращать внимания. Так как, да, иногда будут сделки закрываться, скажем так, по случайности вверх, иногда вниз, но в целом в таких ситуациях, я думаю, будет получаться заработать. Еще часто вот такие ситуации просто продолжаются движением вот таким. Если перед этим просто плавно было движение вниз, особо без откатов, без каких-то ростов, то вот здесь может также начаться просто плавное движение вниз по похожему сценарию. Можно здесь было зайти чуть повыше, но я не знал, что цена будет
стоять в этом диапазоне, примерно на месте и никуда не двигаться. Тут нужно было действовать быстро, так как цена довольно волатильная, как я говорил. Вот об этом я и говорю. Закроет меня сейчас еще одним каким-то импульсом, либо же вкатает его. Давай. Буквально не дошло несколько пунктов. Если бы стояла прямо передо мной, я бы закрылся руками. Но как еще одна треть движения цены, не хочется закрываться вот здесь. Но, кстати, вот эта свеча, возможно, и выбила вот всех, кто заходил вот выше 3 центов. Поэтому тут уже некоторую часть трейдеров закрыли. Те, кто лонговал выше 3 центов. Возможно, стоит здесь закрыться просто руками, либо по безубытку, если начнет вкатывать. Потому что есть небольшой вариант, что закрыло без меня. Посмотрим пока. Да, к сожалению, случился тот вариант, который я говорил. Не дошло буквально несколько пунктов. Мы выбили всех, кто заходил выше 3 центов, и меня закрыло по стоп-лоссу. Но в целом здесь было 0 сверной, можно было словить. Правда, опасная была сделка, но можно было здесь забрать take profit. Так это монеты я точно уже торговать пока не буду. Пока у нас 2 take профита, 1 стоп-лосс. Нужно посматривать, кстати, на... Вот еще монетка листа начала падать. Давайте я ее себе добавлю. Как раз вместо вот этой, на которой только что сделку закрыл. Листа есть. Так, мы видим на часовике уровень. Недалеко круглое число 20 центов. Мы к нему резко подошли и сделали довольно быстрый отскок. Ну, к самому круглому числу еще довольно большое движение, почти 5%. Думаю, здесь нужно подождать и немножко собрать информацию. Если начнет безоткатно расти, примерно где-то вот в этом диапазоне, я бы искал точку входа в лонг. Так что... А вот здесь, кстати. Возможно, ошибка, но я решил здесь зайти попытаться. Хотя, наверное, это лишнее здесь было. Так, я захотел также здесь взять похожая ситуация, как я и торговал все перед этим. Резкое падение, движение. Сколько процентов? 85 плюс-минус. Либо это у нас... Не, да. Кстати, хорошее место для тейк-профита. Возможно, за круглое число, кстати, могут ставить свои заявки. Но 1 к 1 у нас вот это значение 49,85.
Ну вот. Кстати, это хорошо, что цена сюда подошла. Если мы резким импульсом меня не закроем, то тут довольно в принципе, ситуация аналогичная. Этап, по которым я заходил и вот здесь, мы видим, что цена глобально падает, цена как будто поджимается к уровню, его может пробить в любую секунду резким импульсом вниз, поэтому хорошее место, чтобы зайти в лонг. С небольшой, хочу словить небольшой отскок в 1%, так что тут буквально должно закрыть в любую минуту. Возможно, вот этим сквизом пробьет и круглое число в 5 центов, но лучше не рисковать, взять свое движение. Все, меня закрыло. Кстати, да, пробили мы и 5 центов, которые я говорил, можно было поставить чуть повыше. Но и такая сделка, в принципе, тоже довольно хорошая. Так, тут рост не продолжился, цена, скорее всего, сейчас станет в боковик, и еще нужно будет минут 5-10 ждать. Поэтому эту монетку я рассматривать сейчас не буду. Тут, кстати, интересная ситуация. Вы купили все падение. Сколько тут в процентах? Ну в процентах тут довольно мало. 1,5% все это движение. Тут мы видим. Так, наверное, сделаю перерыв. И может еще через несколько часов еще одну торговую сессию сделаю. Но в принципе только что закрылись мы в профит. Начинала я со 124, сейчас 126, ну, с половиной плюс-минус. Так что на этом все.